Сегодня мы выбрались на оптовый рынок. Хочу вам показать, поснимать цены на том рынке, что здесь продается. В Лиме не только фрукты и овощи, здесь также хозтовары, все, что хочешь. Какие цены, смотрите. Здесь есть также фрукты, которых нет в обычных магазинах. Фрукты интересные. Голубика, полкилограмма, 4 соли. Ой, 2 песо. Соли, точнее. Смотри, какой манго. Смотрите, бананчики какие есть. Este es el plátano de seda, pero en 10 días, en 10 días está maduro. Pero así lo vendes, para en 10 días todo amarillo. 2,20 бананы. Дешевле, чем в магазине. Органические маленькие бананчики. Смотрите, какие манго красивые вон там вдалеке. Прям как будто не настоящие. Есть такие еще манго маленькие, смотрите. Пахнут просто обалдеть. Смотрите, какая папайя. Мне вот этот горох нравится, какой-то мутант. Ты его ел? Нет? Смотри, правда, он огромный. Мутантный. ¿Cómo se llama, amorcito? Вот este. Ah, pacay. Пакай? El verde. Acá. Просто весь этот прилавок разных. Обалдеть. И рынок большой, это только один ряд. Из аватара, помнишь? Фрукты они Фрукт? делят, да. А, драгонфрукт. No 50 el kilo. Mira lo que te gusta. Melón. Дыня. А, мелон. Дыня 2,50. Недорого. Одна штука или килограмм? Килограмм. А в магазине 4. Красная питахая 5 за килограмм. Сметанное яблоко. Нет, яблоко, нет. О, мягкое, хорошее. Такие манго классные вообще. Обалдеть. Авокадо 5,50 за килограмм. Авокадо полно разного тоже. Смотрите. Еще всякий авокадо. Вот он тоже. Спелый авокадо написано. Смотрите. Сметанное яблоко большое. Яблоко. Яблоко, да. Ese no es яблоко. Это яблоко, en Rusia se llama. Что, пойдем уже в другой, здесь все уже одно и то же, в принципе. Давай. Виноград, наверное, хороший, я думаю, можно прикупить. Виноград, да. Папайки тоже. Черешня есть. 6,50. Te prueba lleva, casero. Te da 25 el kilo completo, mi rey. 3 ананасика за 800 солей. Смотрите, какие арбузы есть. Целые развалы, огромные. Арбузные. 6,70 за арбуз, 7,50. В овощной отдел зашли. Брокколи 1 соль. Это 27 рублей примерно. Свекла есть, капуста. Сапайо, тыквы. Смотрите, какие огромные. Просто гигантские. ¿Qué puedes cocinar de zapallo? De... Locro. А, лёкро, вкусная вещь. Локро? Я не знаю, чуть. No sé. Да. No conozco. Попробуй, вкусно. Суп? Sí. Сопа? Нет, es como un guiso. Я не могу объяснить, но она вкусная. Типа, Да? такой кажется. Так. Суп-пюре? Да, типа того. Мы пришли, конечно, поздновато на рынок, 12 часов, здесь все подзакрылось. Но цены недорогие. Например, вот морковка 1 соль 30 центов. Это недорого. Ой, Давай мешками. мешок возьмем. Мешками продают. Вот так, на плечо мешочек, раз. 10 приседаний. Пошел. Я, наверное, тоже морковки сейчас себе куплю чуть-чуть. 1 соль 60 и 2 соля. 2,50 лук. Разный лук. Все, 1 лук здесь продается. Кукуруза 10 за 7 солей. Дешево. Меньше соли. А на рынке на нашем стоит 2 соля за штуку. Aquí este chocolate 10 chocolates de 7 soles. Menos que un sol por Да. unidad. En nuestro mercado un chocolate 2 soles. ¿O да? Куркума, смотрите. Куркума. Как червячки такие, морковочки. О, красивый лук. Это сибоя. Un sol el kilo. 40 rublos. ¿Tienes un sol? Sí. Da. No, que él escoja, señora, porque él le gusta escoger. Da. Ya. 50
50 cents. Ну, может, это страховка. Не, нормальный. Lo malo de comprar aquí en este mercado es la atención no muy buena. La gente es, rápido, rápido. La gente no tan amable. O sea, la gente es amable aquí, pero si tú compras en cantidad, en grande, pero no te dejan escoger, eso es un poco terrible. Чуть-чуть лука взяли, видели, цена была 50 центов за лук, он просто без, без как-то, кожуры немножко. 50 центов, это сколько получается? Это где-то рублей 13, 12, 13 рублей где-то, да, лук. Килограмм. Ребята, помидорчики 2,50, 2 зеленые. О, un sol 50. Соль 50. 80 центов, но вот надо выбирать, здесь такие уже. 80 центов это сколько? 25, 23 рубля примерно помидоры. Но они, видите, уже не очень. О, ребята нашли помидоры. Смотрите, какие помидоры. О, ¿quién es este? Olor, no. Bonita, ¿no? Разнотравие, ребят, смотрите. Пахнет как? Обалдеть. Дуду, пахучая трава. Редиска белая и красная. Se llama nabo. Nosotros usamos este para ensalada. Da, rabanito. 2 soles. 2 soles. Совсем маленькая. Un sol. Compramos para борщ. Давай. 2 soles. Да. 2 соли, ребят, за пучок, смотрите. El mercado 2 соли, 50 рублей, 60. Можно подарить цветы. 2 soles, puedes cortar uno. ¿Este amor o este? No, está bien. Большая сделаем. Ребята, посмотрите, какой пучок петрушки. Просто гигантский. 4 soles, 4 соли вот за такой пучок петрушки. А? Можно женщине подарить. Смотрите, это все петрушка. Огурцы, ребят, смотрите. Я взял 3 за 3 соля, что ли. 3 соля что взял? Огурцы. Огурцы? Это они называют китайские. Китайские. Эти лучше, чем вот эти. Лук-порей, апио, это этот. А, он соль, смотрите. 1 соль стоит целая вот эта вот связка. Оферта. По маленькая, правда, вот это. 1 соль это 27 рублей примерно. Где-то так. Здесь тыкву нарезают. Вот смотрите, какая тыква была, вот эта большая, вот она. Такая тыква. Салатики всякие. Соль тоже стоит, смотрите. Соль, салат. ¿Qué compraste más, Rebeca? Apio, Apio. perejil Ajá. y albahaca. Albahaca, ¿para qué? Albahaca para hacer tallarines verdes. Para O para tomate, mozzarella y albahaca. Альбака это базилик зеленый. Нет. Sí. Huele. На русский se llama базилик. Базилико. Ага. Ой, какой мощный. Офигенно. Это такую зеленую пасту сделать, чтобы с макаронами. Да, я же спрашиваю, вы готовите пасту? Ну, раз в год готовим. Ну вот. А cuánto está una rama? Eso 2 soles. 2 soles. No sé. Necesito albahaca. Da. Necesito albahaca o no. Sí, para tallarín verde da. ¿Tú puedes preparar tajín verde? Este yo no sé. ¿Ah? Yo no sé. ¿Cómo? No sé, tú... Es un sol, compra y... Un sándwich con queso, tomate y albahaca. Queso. Cuando Vegetariano. comes- Ajá. O puedes hacer el tallarín verde con queso fresco, esto, Sí. ya un poquito de leche, Poco aceite de oliva. aceite de oliva. Ajá. Si quieres pecana, si no, no pecana. Hay muchas recetas. Tú puedes preparar y luego lo guardas en el frigider. Tienes un tupper, 2 tuppers, 3 tuppers. Y cuando vas a comer haces el fideo y echas esto y tu pedazo de carne. Смотрите, какой он огромный пучок. Что здесь такое? Después te busco una receta para cada uno. Y ponlo Sí. en el freezer por porciones. Просто гигантский. ¿Para qué la haga? Блин, гигантский пучок, 2 соли Она всего. пахнет очень A вкусно. él le gusta Офигенно. cocinar. Что-то знакомое. Да? Да, знакомый. По-моему, в России что-то было Растет похоже. в России. По-моему, просто как декоративный какой-то цветок. Очень, да, похожий запах, ребят. И как в России. О, 50 прикольно. 50 центимос стоит. ¿Tú quieres comprar? Sí, ¿Para qué? 50 центов. para hacer 50 agüita. центов. Это там, Mira, huele. 14 рублей. 13. Dinero, ¿dónde? За эти деньги можно просто его нюхать. Там, 2 дня. Ой, все, теперь будем точно вегетарианцами. Говорят, от сердца помогает. Чай заваривать. Да, Sí, agüita de tiempo. Ah, Rico ok. con canelita. Вроде бы пустыня здесь, а травы дешево стоят.
Ну, трава овощи. здесь стоит, так сказать, Я не про то, да. пустыня, а трава дешевая. Вот чудеса. Чудесное место, волшебное. Прекрасно, да. Картошка, ребят, заходим сейчас. Надеюсь, что есть, не закрылась еще. Смотрите. Смотрите, ребята, натива картошка 4 соли, вот эта цветная. Соль 40 центов, 80 центов, соль 20. Ух, есть какой-то вообще юнгай, 5,60, дорогущая. Негра, un соль. Как называется? Перформанс? Перформанс, да. Мне надо сфотографировать с моей сумкой Луис Вуттон, и вот здесь вот. Давай. Смотрите, какая-то свекла здесь. Красиво сложена. Сколько это свеклы здесь. Ой, это прям как в России, слушай, огромная. Русская совсем. Necesito шпинака para Тайрин. Sí, sí. ¿A cómo tienes la espinaca? 3.50 el kilo. Шпинат, ребят, вот так выглядит. Может быть, кто-то не знал. Un kilo cuánto? Dos? 3.50. 3,5 соли. Ahí estará bien, ¿no? Сейчас возьмем. С возрастом мужчина теряет вот эти нитраты, и у него волосы начинают белеть. У тебя... Сидеть. Да, сидеть. Из-за того, вот, если ты будешь есть типа свеклу и так далее, то ты восстанавливаешь. Да? Да, и у тебя будет энергия восстанавливаться, все такое. Но это я так слышу. Едите шпинат, Илья? Да, это тоже как суперфуд считается. Такое понятие супер еда, то есть еда, в которой есть очень много витаминов. Вот. И, насколько я помню, шпинат один из них. В США популярен шпинат. Да. Знаешь, да? А, с ним очень хорошо вот жарить яичницу. Ну да, шпинат. Да, сначала его как-то жаришь его, а потом яичницу добавляешь. Ну, чтобы он помягче стал, наверное, да. И очень получается вкусно. Картошечка, ребят, смотрите. Разная, всякая. ¿Para qué esto? Sí, se come Sancochar o- sancochar y de aparte y la comes. Ананасик покупаем, ребята, вот он. 5 солей, один ананас. Golden. Da. 5 soles. Давай. Sácale el moño. Mira cómo saca el moño, caracol. Ya. Listo. Gracias. Para ti, dice la chica. Va a probar, mi amorcito. Esperar, пожалуйста, esperar. И? Очень вкусно? Нет? Да? Ребята, очень сладкий арбуз, офигенный. Miren. Oh, rojito. Хороший. Смотрите, есть дрожжи. Живые, свежие. Левадура фреска. Сейчас куплю себе. 7 солей стоит. Яйца перепелиные. 9 солей? Здесь 30 яиц. Вот такая штука стоит 9 солей. Мы вот купили 2. Ребята себе взяли и мы. А в магазине стоит от 17 до 20. Вообще цена отличная. В половину дешевле получается. Меньше, чем 300 рублей, короче. Gracias, señor. Oh, yes. Всем привет! 6 января сегодня, уже 2025 года. Решил подзаписать небольшое видео. Сейчас иду в магазин, хочу приготовить сегодня, попытаться сделать пиццу неаполитанскую. Мне очень нравится неаполитанская пицца, поэтому попытаюсь сделать. Нашел в интернете рецепт. Получится, то дам ссылку на этот рецепт. Также хочу сделать еще одно местное блюдо, точнее не блюдо, это как соус, такой зеленого цвета соус с макаронами. Его делают, добавляют макароны. Называется тайрин верде. Его готовят, с ним точнее готовят, подают или курицу, или какие-нибудь там бифштексы, мясо с этими макаронами. Макароны такого зеленого цвета получается, очень вкусно. Посмотрел рецепт, ничего сложного. Вчера мы плюс были на оптовом рынке, купили нужные там травы, там нужен базилик и что там еще, шпинат. Вот, сейчас буду готовить. Обязательно подзасниму и поделюсь потом результатами с вами. Вот такой обычный белый сыр из молока. Здесь, вот, который слева, поменьше соли, возьму его. Мука закончилась. Сейчас вот взял себе пачку муки. И для пиццы нужна манка. Вот манка из
как его, пшеницы. Для рецепта нужно еще такое молоко. Лечи эвапорада называется. Это молоко, в общем, как это сказать, дегидрированное, то есть воду из него удалили. И оно получается таким более кремовым. Типа сливок что-то, но не сливки. Стоит 4 соля, 400 грамм. Вот насколько у меня вышло, 111 солей. Покажу здесь сколько в долларах это получилось. 3 апельсина местных купил, 1 авокадо, такой мягкий, я его сейчас как раз съем. 2 апельсина купил, как они, импортные. Эти стоят по 2,5 соли вроде, а эти по 12. Вот такой банан один взял. Другого сорта, хотел попробовать. Здесь очень много разных сортов бананов. Там и дорогой, 6 солей стоит. Обычный банан стоит 2,5 соли, обычный. Это вы видели уже. Манка, вот это молоко, которое я вам показывал. 3 мыла. Авена это этот овсяный, это типа запах. Мука. Вот такой белый сыр не соленый, вкусный. Кстати, с кофе вообще обалденно. Потом сейчас, что у нас там еще? Курица, просто филе куриное, 10 килограмм примерно. Уксус обычный столовый. Здесь, кстати, уксус 5%. У нас, по-моему, 9% идет. Вот такое масло перуанского производства Extra Virgin. 20 солей стоило масло. Мы его не используем, как оно, оливковое, поэтому я взял немного специй. 2 пепси по солю, 3 лука красных, это разрыхлитель, и солями на пиццу, такая маленькая солями. Я сначала взял большими кусками нарезанной, которые в упаковке, потом взял колбаску одну. Она здесь больше грамм, 140 грамм, а по цене выходит точно так же. Все, сейчас буду готовить, что-нибудь покажу вам, подзасниму. Такой влог домашний получается с готовкой. Честно говоря, не посмотрел название вот этого банана. Есть еще вот такие, называются Исла, банана Исла. Он похож чем-то на платан, у него другая немного структура, но они тоже для еды. Вот они должны вызреть хорошо, уже в принципе можно есть мягкий. Сейчас вот этот попробую, первый раз буду пробовать, посмотрим как он на вкус. А есть еще такой плод кактуса, он такой фиолетовый внутри, очень они здесь вкусные, сладкие, и они такие, ну, как бы они имеют вкус, не то что просто там какая-то водянистая масса, а он именно вкусный, такой, как свекла внутри, очень вкусный. Вот такой банан. У него структура, конечно, другая, не как вот у этого я показывал, Исла, который вот он. Сейчас попробуем. Очень вкусный. Очень сладкий. В отличие от простых бананов, вот, которые продают, у него очень ярко выраженный вкус, свой вкус есть. Все, доедаю бананы и приступаем к готовке. Сейчас нужно будет курицу поставить и макароны, и сделать этот соус. Он достаточно быстро делается, сейчас покажу все. Филе куриное уже варится, здесь вода на макароны, уже тоже поставил. И самое время приступить к готовке нашего соуса Tallarín Verde. Но это не то чтобы соус, название блюда всего. Здесь у меня 150 грамм шпината и 75 грамм базилика зеленого. Вот такая миска. То есть базилик получается половина от шпината. Дальше чеснок. Я, наверное, пару зубчиков сейчас добавлю. 1 головку лука. Я лук люблю. Будет еще соль. Нужна, соответственно, вот это молоко буду использовать. И оливковое масло. Вот оно. Оливковое масло. Чуть не забыл. Еще в рецепте идет пекан, орешки. Где-то половину этого пакетика надо будет добавить. И еще белый сыр. Сейчас я его достану. Вот этот белый сыр, что я сегодня купил, я его как раз сюда сейчас и добавлю. Смотрите, какой красивый лук. Я просто, когда готовлю здесь, вот из этого лука что-то, всегда любуюсь им. Невероятно красивый. Просто обалдеть. Прям хочется любоваться им. Очень красивый лук. Здесь, в принципе, красивые овощи и фрукты, но овощи особенно. Вот эта вся зелень, листья, вообще обалдеть. Смотрите как. Сейчас, когда промывал и обрывал базилик, вот этот зеленый, он пахнет просто невероятно. Шпинат, конечно, он не имеет запаха такого, ну, по-моему, он вообще без запаха. А вот базилик пах просто обалдеть. Мне показалось, что одной головки лука будет много, я добавил половинку, а половину убрал. Плюс здесь 2 зубчика чеснока. Вода уже закипает, сейчас буду добавлять сюда макароны, чуть-чуть подсолю воду. Здесь 300 грамм макарон, кастрюля маленькая, надеюсь, что не слипнутся. Макароны. Макароны вроде в порядке, смотрите, добавил пекана сюда, то есть вот чеснок, пекан и лук. Сейчас буду добавлять уже
зелень. Не надо его обжаривать, чтобы он там не был зажаренный, просто вот чуть-чуть. Смотрите, какая красота. Такой зеленый сковород. Макароны будут аль денте, я таймер поставил. Вот столько у меня белого сыра. Здесь 60 грамм получилось. Отрезал кусочек попробовать сыр, не сильно он соленый. Вообще не соленый, нейтрального вкуса. Все, выключаю. Сейчас будем все смешивать в этой, как он называется, миксере в этом. Уже будут сейчас макароны готовы. Сыр добавил, чуть-чуть посолил и вот этого молока. У него такой вкус типа молока как-то сгущенного, но оно не сладкое. И достаточно такое жидкое, смотрите. Вот такое. Так, сейчас попробуем, посмотрим, что у нас получится. Так, чуть-чуть молока добавим еще сюда. Ему не хватает воды. Вот так. Так, давайте попробуем, что у нас получилось. Сейчас ложечку возьму. Смотрите. Да получилось-то неплохо. Осталось чуть-чуть подсолить, соли добавить. И все. И супер, очень вкусно. Готово. Получилось очень вкусно. Я добавил, вот 3 раза пришлось подсаливать, потому что я здесь не знаю пропорций. Подсаливал по чуть-чуть. Получилось просто волшебно. Это такой должен быть сливочный у него вкус. Невероятно вкусно. Сейчас сделаю макароны. В принципе, все готово. Не знаю, масла не добавляю. Мне кажется, здесь хватает всего. Пармезанчик. Вот так. Я думаю, достаточно. Ну что, все готово. Еще одно перуанское блюдо, можно сказать, копилочка. Еще раз, ребята, показываю, как получилось. Уже сервированное блюдо. Ребята, очень вкусно. Здесь это очень популярное блюдо. Тейрин верде называется. То есть зеленые макароны, если переводить дословно. Но единственное, я говорил, что их готовят там с бифштексом, с мясом с каким-то, или курицей такой жареной. Ну, я сделал с вареной просто грудкой, филе. Пробуйте. На вот это количество, кстати, я приготовил этого соуса. 300 грамм макарон, это даже соуса много. Его можно, мне кажется, сделать даже в 2 раза меньше. То есть в 2 раза меньше взять шпината и всех ингредиентов, и получится отлично. Вот лук с чесноком я бы не уменьшал, уменьшил бы просто вот зелень. Зелени было достаточно много, и вот получилось соуса реально много. Можно поменьше. Так что, ребята, приятного аппетита. Вот такое блюдо перуанское. Немного отвлекся, и поэтому пиццу буду завтра делать. Наверное, времени не хватит уже. Сейчас сделаю кекс. Покажу вам рецепт кекса. Очень быстро готовится. Это, конечно, не торт Наполеон, но тоже очень вкусно и готовится быстро. И очень бюджетно получается. Рецептом со мной поделилась мама. Маме привет. Я немножко готовил кекс раньше по-другому, с добавлением молока, но этот даже без молока. И получается тоже отлично и очень вкусно. Кекс у меня будет сегодня апельсиновый. Хочу попробовать сделать из местных апельсинов. Вот такие апельсины. Они стоят по 2,5 соли здесь. Их используют в основном для сока. Но есть также и импортные апельсины. Я готовил из импортных. То есть 12 соли, по-моему, или 13 за килограмм. Эти 2,5-3 соли. 2 апельсина. Счищаем цедру. И потом... как-то дольки апельсиновые нам нужны тоже будут вместе с цедрой. Потом нужно будет их пробить опять же в этом блендере. Хотел вам показать апельсин, смотрите какой. Это местный апельсин, вообще супер, без косточек, сладкий, очень сочный. Вот они апельсинчики. Я решил взять 1,5 апельсина и пол морковки добавить. Будет морковно-апельсинный. Так что, так я думаю, даже лучше. Вместо 2 1,5. Вот эти даже, я думаю, смысла нет покупать. Ну, я из них тоже сделаю кекс на днях, оставлю. Но буду теперь покупать местные. Зачем переплачивать, если эти просто супер. Вот этот, кстати, половинку, эту мы оставим. И когда кекс будет готов, просто польем вот этим соком выжатым сверху. И он немножко впитается, будет еще вкуснее. Все, натираю вот эту оставшуюся на терке цедру, вот на мелкой терке. Просто цедры много особо не надо. Она даже в небольшом количестве запах даст. Просто будет супер, отличный запах. Здесь морковка как апельсин. Сладкая такая же, сочная, очень сочная. Сколько у нее сока. Уф. Ребят, сильно в труху не надо сбивать, чтобы, мне нравится, например, чтобы оставались вот такие вот, как части, да, чуть-чуть, вот, чтобы было типа пюре, и там были такие прям частички апельсина,
морковки. Здесь пол морковки, ребят, пол морковки добавил. И апельсин, вот что получается. 330 грамм муки, сейчас просею. 3 яйца, 110 грамм сахара. Будет не сладко, будет отлично. Это не сладко получается. Если хотите слаще, то добавлять можно 120-130 грамм. Так, разрыхлитель. 2 чайные ложки разрыхлителя. И орешки. Орешки не стал здесь взбивать, чтобы сильно их структуру не разрушать. Я их хочу чуть покрупнее. Просто сейчас ножом поколю ножом. Ребят, чуть не забыл. 70 миллилитров растительного масла. Вот обычное подсолнечное масло, без запаха. Прямо вот сейчас на этом этапе его валил. Сейчас вот яйца я сбил, сахаром они растворились. Все, сейчас сюда масло, все остальное буду добавлять. И муку, и апельсин. Муку в последнюю очередь. Апельсин, масло и муку в конце. С разрыхлителем. Здесь 20 грамм грецкого ореха. Порубил ножом. И добавляю вот сюда, ко всем ингредиентам. Можно добавить еще ваниль, ребят, если хотите чуть-чуть ванили можно. Я без ванили сегодня буду делать. Все готово. С мукой уже смешалось. Вот смотрите, какое тесто должно получаться. Вот такое. Достаточно густое на этот кекс. Все готово. Отправляем наше тесто. Вот такая стандартная форма для кекса в духовку. У меня духовка самая простая, только нижний обогрев. И я ставлю вот сюда на самый верх. Кекс, он, чтобы не подгорал. 180 градусов, вообще самая минимальная температура, 50 минут. Так, прошло 50 минут. Открываем. Опять же съемка. Все дела, неудобно. Смотрите, как поднялся. Помните, как он выглядел? И как сейчас. Пробуем. Все сухо. Можно выключать и давать ему остывать. Ребят, последний штрих, помните? Оставался у нас пол апельсинчика, и его сейчас выдавим сюда. Будет очень вкусно, смотрите. Он сейчас сок этот весь питает. Смотрите, насколько сочный вот этот апельсин местный, перуанский. Все, здесь даже одной половинки хватило. Точнее, не одной половинки, а одной четвертинки. Смотрите, с него сок льется и льется. Вот, все. Еще льется. Сделайте так же, и будет очень вкусно. Осталась еще одна четвертинка, я ее тогда просто съем сейчас. Потому что это и достаточно. Лисет пришла домой, фотографирует кекс, который я сделал. Сейчас покажу вам, что получилось. Разрежу его, вытащу из формы. Он остывал. ¿Da? ¿Qué olor tiene? ¿Te gusta? ¿Puedo probar chiquita? Chiquita. Sí, espera. Давайте чуть-чуть его посыпем пудрой сахарной. Ага. Смотрите, как получилось. Да, смотри, как получилось. ¿Cuánto, Marcita? Pero, ¿Así? Sí, claro. Te digo la verdad. Un cafecito. Да, с кофе будет обалденно. Давай. Давай. Смотрите. Смотрите. Сейчас вам Лисет расскажет, как оно. Sí, es как оно. ¿Qué tal? Как оно, ¿qué tal? Y este con zanahoria, la mitad. Naranja y zanahoria. Y nuez, yo pongo nuez. Да, хорошо. También. Хорошо, хорошо. Молодец, очень вкусно. Sí, claro. Bien, suave. Claro. Caliente. Вкусно. Очень вкусно. Qué rico, madre de mi vida. Tú comes muy rico. Qué rico, la verdad. Очень вкусно, с молоком, с кофе, вообще обалденно. Лисет пробует tajín verde. Con huevito frito. Cuidado. Yo pienso más leche всегда, ¿no? Oh. Cuidado. Oye, el sabor está bien rico. En verdad, amorcito, el sabor está como el de mamá. Tú tienes hambre, yo pienso. No, no, el sabor es como mamá. Yo siento olor, me gusta el olor de esto. Albahaca. El sabor está bien rico, ¿eh? Un poquito de leche para que suelte. Ajá. Pero sabor
Igualito como Perú, igualito. Да? Como mamá, tía, familia prepara, como restaurante prepara. Да? Da. А, Solo falta nomás un poquito de leche para que esté suelto. sí, sí, sí. Oh, pero sabor. Último. Ультима, давай. Ну, я рад, что ей понравилось. Oh, está bien rico, caracolito. Да? Ya. Me gusta. Chiquito. ¿Qué te gusta? Chiquito. Está bien rico. Sabor como el de mamá, М. como de abuela, como de casa, como restaurante. El saborcito, este tallarín verde de Perú. Perú, gente come este con hígado frito, con carne frita, con huevo frito. Esto comen las personas aquí. O sea, se estila siempre comer con churrasco, con carne, con hígado o con huevo frito. Siempre tallarín verde. Пойдем на тренировку, позанимаемся. А то уже время позднее. Лисет захотел сегодня со мной пойти. Так что идем. Ну что ж, сейчас попробуем сделать неаполитанскую пиццу по рецепту из YouTube. Я его вкратце сейчас для вас процесс покажу. Вкратце. Если у меня получится хорошая пицца, то я поделюсь с вами рецептом, оригинальной ссылкой на видео. Неаполитанская пицца готовится в дровяных печах по-хорошему, но в этом рецепте, что мне понравилось, человек показывает, как ее приготовить в духовке. Для приготовления пиццы, конечно, желательно большая температура, там свыше 400 градусов и выше, но мы будем готовить в духовке, посмотрим, что получится. В рецепте обычная мука, но здесь я нашел прям у нас для неаполитанской пиццы муку типа Zero Zero, 2.0, это считается самой лучшей вообще мукой. И в ней повышенное содержание белка. Содержание белка 13 грамм, это достаточно много для муки. Вот такая мука, кстати, стоит не так, чтобы прям уж очень дорого. В 2 раза дороже, чем обычная. Она стоит, по-моему, 13 солей я за нее отдавал. Это что-то в районе, там, наверное, 320 рублей за килограмм. На первом этапе делаем опару, так называемую. Первый раз в жизни делаю, не знаю, что получится. 150 грамм муки, все по рецепту делаю. 150 грамм воды, 4-5 грамм дрожжей, у меня они живые, и 3-4 грамма сахара. Сейчас нужно будет все это смешать. Вот здесь, и оставить на 24 часа. Вот что получается в итоге. 5 минут это замешивается вот такой лопаткой. Очень удобно это делать, потому что тесто липкое достаточно. Вот здесь оно классно смешивалось. И я его просто перелил в маленький контейнер. Оставляем теперь это на 24 часа и увидимся с вами завтра. Итак, мои дорогие друзья, прошло 24 часа в холодильнике. Сейчас откроем, посмотрим, что у нас получилось. Открываем аккуратненько контейнер и тадам, смотрите, вот так поднялось наше тесто, не тесто точнее, а опара, это называется опара. Вроде бы так и должно быть. Сейчас будем делать дальше по рецепту. Сюда нужно добавить 200 мл воды холодной, 350 грамм муки, 17 грамм соли и оливковое масло, по-моему, 15 грамм. И все это смешать. Хотел вам показать, какая консистенция у этой опары. Я первый раз с дрожжевым тестом вообще работаю. Смотрите, интересно как. Так, вот что у меня получилось. Все смешал. Теперь нужно вымесить тесто. Добавил чуть больше муки, 380 грамм вместо 350 получилось. Было слишком прилипало к рукам, я посчитал, что нужно добавить. Мне кажется, так лучше. Все, на сутки, завтра можно будет уже готовить пиццу. Завтра посмотрим, что получится, как поднимется тесто. Смотрите, какое пористое тесто получается.
Сейчас буду формировать из них 2 шарика. Вот такие 2 части теста у меня получились. Все, теперь будем ждать, наверное, до завтра. Не знаю, вечером придет Лисет, скажет, сегодня или завтра. Но однозначно подзаснимем для вас концовочку. Ну что, готовим пиццу. Тесто поднялось, смотрите как. Masa, ¿da? Да, масса. Mi primera masa de pizza. Neapolitana. ¿Dónde masa? Уп. Мира. Чуть-чуть присыпать надо вот этой сверху тоже семолой, манкой. Так. Сейчас посмотрим. Дальше показывали. Мне кажется, что у меня какое-то жидковатое тесто. Дальше показывали, что надо вот так вот раздвигать. Как бы бортик создавать. Попробуем сделать, но она жидкая получилась. Не знаю в чем. Может быть, муки надо было еще больше положить. Но я положил так больше. 380 грамм. Посмотрим, что получится. Вот так, пасту добавим. Сейчас я ее немножко, эту пасту, подперчу и посолю. Чуть-чуть не хватило, видимо, муки. Не знаю. Странно очень. Давайте еще чуть-чуть. Может быть, итальянская паста затащит. Чуть-чуть чеснока положил, ребят. Cebollita. Cebolla roja. Nunca he probado ¿No? pizza con cebolla roja. Готовая. Моцарелла. Моцарелла, ага. Салями. Солями. Давай дальше голубого сыра. Чуть-чуть положим вот так вот по краям. Вот в эти места. Так, у нас еще есть моцарелла круглая. Давайте на эту пиццу положим 3 шарика. 2. Я думаю, будет достаточно. И положим базилик. Albahaca. Альбака. Ее готовят, эту пиццу, в дровяных печах с температурой 400 градусов плюс. Но так как духовка не может нагреться до такой температуры, там 250, по-моему, максимум. Сначала мы подзапечем вот этот низ на комфорке. Я видел это видео в одном. Подзапекаем, она начинает чуть-чуть подниматься. И потом уже кладем в духовку на где-то 6-7 минут. На максимальный градус. Пойдемте сейчас попробуем сделать. Так, ребята, чуть-чуть оливкового масла. Обязательно. Ребята, надеюсь, что получится. Но чуть-чуть тесто, все-таки, на мой взгляд, жидковато. Но вы видели. О, уже отошло тесто от, видите, от поверхности. Краешки поднимаются. Все, ставим. А то он начинает готовиться здесь. Ровно на 6 минут. Ой. Huele rico, amor de mi vida. Что я еще понял, что базилик лучше класть потом. Даже смотрите, он черный весь. О, ну булочка получилась, кстати, смотрите. Ай, горячая. Cuidado, amor de mi vida. Payamos. Esperamos. Да, в этой духовке, конечно, очень сложно запечь. Мне кажется, сыровато будет. Foto. Все-таки оно сырое, ему нужно время быстрее пропекаться. Sí me gusta. А мне Да вкусно. Нет, очень вкусно, but да вкусно. Не очень вкусно, но вкусно. Me parece rico. Ну, фейл, ну, из пицца наполитана. Кстати, сейчас подостыла, стало вкуснее. Но она видно, что прям, ну, не успела пропечься. Видите, она такая еще сыроватая. Не хватает ей жара нашей духовки. Если это все съела. Я пока готовил вторую. Ей нравится. Смотрите, а здесь получилось со строчителлой типа. Ну, моцареллу в сливках я сделал сам. Вот. Но опять же, бортики вот эти все это не приготовилось. Здесь не хватает температуры. В нашей духовке это сложно. Ну, вот что имеем, то имеем. Так, давайте попробуем. A ver. Здесь тесто, кстати, почему-то лучше пропеклось, мне кажется. Не такое жесткое снизу. Мне больше нравится это. ¿Te gusta, amor Это de на mi сливку, vida? правильно. Хорошо. Но все равно это не неаполитанская пицца. Все-таки надо в печи делать. Сегодня вышли прогуляться по Баранко. Смотрите, какая красота. Лисет.
Красиво. Набережная здесь. Сейчас пойдем в сторону Мирафлорес. Смотрите. Лето в Лиме. Тепло так, классно. Такой свежий бриз с океана. У нас уже закат скоро. Смотрите, какая красота. Это все набережная в Лиме. Смотрите, какие домики красивые. С такими балконами. Обалденно. Красиво. Vamos. Давай, пошли. Тоже смотрите, какие классные балконы здесь. Большие, мне очень нравится. Там можно гриль поставить и такие вот креслица. Обалдеть. И смотрите, там закат уже начинается. Сейчас мы перейдем в ту сторону. Так просто сидишь и смотришь за закатом, наблюдаешь. Сейчас мы до туда дойдем. Вот так выглядит летняя Лима. Классные вообще домики. Внизу дорога. Ага. Еще вам домик, местную архитектуру покажу. Это все район, вот, близкий к набережной. Вот так красиво. Прогуливаемся. Обалденная погода, тепло, супер. Вообще. Сегодня еще ветра нет. Тепло так. Красиво все цветет. Смотрите, какой вид. Люди наблюдают за закатом. Hermoso. ¿Da? Развалины древней цивилизации. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba. Перуанцы. Зашли съесть мороженца. Yo попробую, да? Sí, con cereza para ti. Череза. Лукума, маракуйя. Да, череза. Давай, voy a попробовать.